Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Второй прогноз. Июнь-июль 2025 года. Судьбоносный шанс. Момент перехода между прошлым и будущим. Давайте узнаем, что идет, что придет. И за счет планетарных добрых транзитов июня у нас Юпитер входит в знак зодиака Рак, где максимально проявляет свою лояльность, доброту. Вот в принципе такие гуманные и гармоничные энергии будут преобладать в июне месяце, дают нам возможность много изменить в ту сторону, чего бы мы хотели. Как и согласовать, договориться, может быть и примириться, какие-то документы, может быть, важные подписать, если прежде это было как-то сложно сделать или оформить. И это время не будет длиться вечно. И уже в июле мы можем почувствовать это за счет планетарного транзита Урана в Близнецы. Мы можем ощущать, словно неведомая сила заставляет нас принимать какие-то решения, даже если мы ничего подобного не планировали, или заставляет измениться нас самих. И вот эти 2 месяца поистине могут стать судьбоносными, как время принятия важных решений, причем не на эмоциональном каком-то надрыве, а подвести итог тому, что произошло прежде, а для вас завершается период Урана в Тельце, и да, это касается Тельца, безусловно, но и всех нас, все знаки зодиака, но вы-то с Тельцом как на противоположных плоскостях находитесь. И если Телец олицетворяет мир материальный, то вы, мои дорогие, для вас Уран в Тельце – это эмоциональная сфера. Поэтому будьте добрее к самим себе. Не загоняйте себя в угол. И до конца 2025 года, я часто об этом говорю, помните период адаптации. А уже с новыми энергиями, с какой-то перезагрузкой, это неизбежно произойдет. Это будет в 2026 году. И Уран уже будет в Близнецах. И кроме того, у нас еще и год будет огненной лошади. Сами по себе метаморфозы ожидаются. Одним словом, отстроить свое собственное благополучие, как, знаете, какую-то и подушку безопасности, и словно собственную крепость, цитадель, или то место, куда мы приходим отдыхать, или там, где нам хорошо. Это все будет важно. Жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Вот давайте узнаем. У нас сегодня колода карт 78 дверей. Открытые двери или закрытые? Какие энергии преобладают? Какие ключи мы должны для того, чтобы открыть эту дверь, использовать? Давайте посмотрим. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Оставлю ссылки в описании под видео. Есть и астрологические прогнозы, гороскопы. Есть и статьи по психологии. Мы идем вперед. 3 карты. Энергии июня месяца. События ближайшего будущего. Июнь уже на пороге. И энергии июля. С чем это связано? События отдаленного будущего. Достанем 3 карты. Соединим одно и второе. К чему все идет? Или для чего все это было нужно? К чему все идет? Первая карта, вторая. Чего нам ждать? Или как провзаимодействовать? Следующая карта будет называться «В каких сферах жизни вы будете принимать важные решения?» Или в целом, чего будет касаться, вот, да? С чем будет связан вот этот период июнь-июль? Что уйдет? А что придет взамен? Следующая карта – поездки, путешествия, любого рода перемещения. Кто-то планирует, кто-то, может быть, и нет. Карта ваших достижений, ваших амбиций, ваших где-то планов. И чего ждать дальше с заходом на август? Давайте узнаем, что же у нас про июнь. Правда, перезагрузка, нулевой аркан. Вы словно обнуляетесь, или какая-то история у вас подошла к концу. Она уже завершилась. Может быть, это время, когда вы уже в июнь вступаете, вы сделали важные выводы. И для себя переформатируете словно пространство, уже чему-то отдаете приоритеты. Но самое главное, уже не важно, что там было в прошлом. Это вообще приток жизненной силы, активности, оптимизма, энергии, вдохновения. Всегда об этом символизирует аркан.
А у кого-то проигрывается именно вы задумаетесь о том, чтобы переехать. Может быть, далеко, может быть, и поближе. Или обстановка вас вынуждает тоже где-то рассмотреть альтернативные варианты в плане перемещения. Может быть, у кого-то и работа, которая связана с командировками. Но обратите внимание, что бы тут мы ни задумали. Да, конечно, первое, мы должны себя беречь, потому что энергии будет много. И, в принципе, то, что Скорпион себе поставил как в план, вы можете осуществить, но не замечтаться. Смотреть под ноги буквально, но тем не менее в этой колоде у нас волшебный шут, потому что ключи в ваших руках, словно ключи от пространства, от Вселенной. Для вас нет ничего невозможного, но будьте осмотрительны, не подвергайте себя риску. Рыцарь Пентаклей – это всегда карта своеобразного марафонского забега. И здесь, если вы хотите, вам нужно решить какой-то финансовый вопрос или, правда, оформить документ, решить какую-то проблему, у вас будет тот человек, который либо вам даст ценный совет, либо финансово выручит. Вот всегда проигрывается. И, кстати, это может быть тот человек, на кого вы меньше всего думали или рассчитывали. Но карта еще нам будет говорить о том, что какое-то дело имеет глобальный смысл. Наша жизнь – это не спринт. Кто придет к финишу быстрее, это и есть марафон. И часто эта карта говорит о том, что мы определяемся лет на 10-20 с чем-то. И это, скорее всего, будет как выбор новой какой-то финансовой стратегии и тактики. Хотя я не исключаю отношений тоже. И вот очень интересно, по двойке мечей тут может быть такой жизненный сюрприз, сродни того, что нам показывает карта. Обратите внимание, первая, вторая карта открытых, закрытых дверей, как будто нет, они вроде бы и есть. Мы тут можем выступать в роли любого персонажа. Это вы можете кого-то встречать и готовы быть открыты или открыть дверь конкретному человеку, а для всех эта дверь закрыта. Но это вы можете быть как вот этот всадник, рыцарь, когда вас ждут. И тоже тогда для вас лично эти двери будут открыты. Но Пентакли – это у нас, как вопросы я говорила, документы или финансы, деньги. А по двойке мечей нам изображена монахиня, и она открывает двери сама. И вот представьте, что вы, открывая дверь, словно, да, так аллегорически, можете столкнуться с какой-то жизненной метаморфозой. И наша монахиня открыла дверь, потому что, скорее всего, услышала плач младенца. И вот она видит на пороге среди луж и холода малыш в корзинке. И понятно, что она его не оставит мерзнуть на улице, она заберет его в дом. Но карта нас, немножко философская карта, она нас заставляет задуматься. Ведь монахиня, мы говорим, да, человек принял обет. И явно что-то способствовало или какие-то были события, которые привели к такому непростому решению. А может быть, эта женщина мечтала когда-то о теплом, уютном доме, о семье, в которой много детей. Но, видимо, были какие-то минусовые пережитые эмоции, или было предательство, или, может быть, это как за счет силы непредвиденных событий, на которые вы не могли влиять. Вот мы словно один на один остаемся с какой-то бедой или проблемой. И после этого мы принимаем такое важное решение. И правда, это ведь аллегория. Мы чаще закрываемся от мира, от людей, потому что мы должны привести свои мысли в порядок и чувства в порядок, и мы должны словно залезать раны. Вот это такое тоже бывает. Но жизнь берет свое, и мы где-то привыкаем, адаптируемся к этой ситуации, в которой мы оказались. Или мы ее пережили и уже успели отстроить свою жизнь в каком-то новом совершенно ключе. И вдруг то, о чем мы мечтали, нам пространство возвращает. Возьми свою буквально мечту. Но мы-то привыкли к другому, и мы можем растеряться, потому что какая-то мечта или какая-то ваша задумка, вот по этой части будет возможность, к которой вы не готовы. Будут какие-то неожиданности, и вам придется, вот как этой женщине, решать. Мы сказали, занесет, конечно, она младенца в дом, но либо она отдаст приемным родителям, либо она
преодолеет какие-то препоны и все-таки сама будет воспитывать ребенка. Все непросто, понимаете? Вот есть какая-то и у вас ситуация. Давайте посмотрим, что же там на июль. Ну, наверное, тут, если и стоит от чего-то отказаться, то вот от такого образа жизни. Четверка кубков нам говорит, смени направление конкретно или увидеть какую-то новую возможность. Нет закрытых дверей. Человек явно подзастрял в этом кресле, переживая то, что демонстрируют или показывают, да, по этому телевизору. Он не своей жизнью живет, а жизнью тех героев, которых он видит. И он погружается в эту информацию и выпадает из реальности. Вот для вас вот этого всего быть не должно. Какая-то мрачная темная комната. И здесь мы все разные. Понятно, что мы не ждем каких-то перемен, и вообще наоборот, каждый из нас хочет стабилизировать свою жизнь. Но, тем не менее, эпоха перемен продолжается, и как мы сумеем сделать этот плавный переход, зависит от нас самих. Вам действительно придется на что-то решиться. Но, наверное, для начала выйти из какой-то темноты. И это сделать, ну, как-то сложновато, потому что явно человек уже привык, да, он давно там в этом кресле. И лицо его, кстати, оно несчастливое. И король кубков, в этой колоде нам показан русал. Могучий такой русал, он ждет свою русалочку. Какие-то добрые воспоминания. Дверь в грот открыта. Но эта карта, посмотрите, она не говорит о том, что что-то он готов менять или действовать. Он просто ждет. И сам по себе уже этот человек как будто погрузился на максимальную глубину своих воспоминаний. И карта больше свидетельствует о том, не жди того, кто не придет. Скорее всего, обернись к реальной жизни. Давайте откроем третью карту. Ну вот все практически три карты об ожидании. Посмотрите, все трое ждут. Может быть, это и у вас сложилась такая обстановка, когда вам что-то пообещали, и вы понадеялись. Или когда какая-то душевная боль, которая глубоко, вы ее даже можете прятать и никому об этом не рассказывать, но, наверное, для себя самих прояснить что-то, чтобы не было какой-то темноты, как минимум. И эта темнота может означать какое-то пустое бесплодное ожидание. Вот мне интересно, я хочу добавить эти карты, потому что по пятерке пентаклей ведь это всегда нехватка. Нехватка финансов раз и нехватка взаимопонимания два. И я бы сказала, основные темы. Расширить, может быть, общение. И даже если была какая-то минусовая ситуация, если было предательство, это совершенно не повод замыкаться в себе. Здесь все равно нужно идти вперед. Да, может быть, какие-то осторожные шаги предпринимать. И даже если финансовая какая-то брешь, мы с вами сказали, что есть возможность решить ее. Возможно, как по двойке мечей вам придется какой-то выбор делать, очень сложный. Может быть, это будет где-то конец июня с переходом на июль. Чего это может касаться? Мелкие карты. А для вас на кону выход из лабиринта. Какая-то путаница должна закончиться. Или вывод все-таки приходится делать. Это та, которая умеет благополучие создать с нуля или хаос превратить как раз в какое-то упорядоченное пространство. Может быть, это и касается решения места вашего проживания, у кого-то так, и переездов одновременно, у кого-то напрямую так и проиграется. И вы ищете разные варианты, и, может быть, даже тогда, смотрите, эти карты на июль будут говорить, что поначалу вот что-то не определено, вы вынуждены что-то просчитывать. Но я больше вижу, мои дорогие скорпионы, назад возвращаться вам не захочется, потому что это точно сплошной лабиринт. И первые три карты на июль это очень красочно показали. Поэтому, а у вас какие-то новые перспективы. Тут, и, я сказала, и финансы, и ваши честолюбивые планы, и личная жизнь. Это гармония, по сути дела. Ну, кто знает, может быть, Уран в Близнецах какую-то полную перезагрузку делает в вашей жизни. Или словно меняя, ломая какие-то шаблоны. Вот это как раз двойка мечей в этой карте про ломку какого-то стереотипа для вас и будет означать выход из лабиринта. Что это, с чем это может быть еще связано? Я тут вижу, наверное, для кого-то, может быть, это не для всех, мои дорогие скорпионы. Что тут у нас так? Верховный жрец.
как будто что-то вам по судьбе. Вполне вероятно, такая судьбоносная ситуация. И она может быть у каждого тут по-своему. Вот смотрите, у нас выпала пара. Король и королева кубков. Это часто личная жизнь, наши близкие, наша семья. Может быть, это какая-то история, была семья, но по разным причинам распалась, вы расстались, но мысленно вы все равно словно в этих отношениях. Или что-то еще передумываете, а кто бы что сказал, или как могло это быть, а это уже все не важно. Я, конечно, могу допустить, примириться вы, кстати, точно можете. Может быть, даже если уже союз не может быть продолжен, но контакты-то остаются, если мы говорим именно семейную какую-то прежнюю историю, остаются иногда и дети, или нерешенные еще вопросы, перевести что-то в другой формат отношений. Но вот то, что вам обрисовали карты, вам придется решать вопросы личной жизни. И если правда, прежняя история закончилась, нечего ждать, тогда нужно что-то новое или расширить возможности общения, да, горизонты, может быть и так. Понятно, быть осмотрительному, но по королеве Пентаклей это как прелюдия императрицы. Новое качество жизни вы можете отстроить, чтобы быть счастливым. Вот в июле неоднозначно, но вам это по судьбе. Кто знает, может быть, вы решитесь на что-то, если вы, допустим, встречаетесь с человеком, и тогда королева Пентаклей тоже проходят наши близкие, или люди, на которых мы можем положиться, и, может быть, на смену какой-то мрачной истории или разочарованием, и пытается как раз в июле войти совершенно другой человек. И вам с его приходом будет намного легче шагать по жизни, потому что какой-то лабиринт или путаница с приходом человека заканчивается. Вот такое это вполне могу предположить. К чему все идет? Вот еще один аркан, старший, повешенный. И, кстати, в этой колоде человек сам себя в этот куб поместил, словно он фокус демонстрирует. Да? Вы тоже можете закрываться от мира или какие-то контакты оборвать с кем-либо, да, а может быть, нужно было и продолжить. И нам говорят, не затяни ты это время, потому что завтра может быть поздно. Может быть, июнь месяц, я сказала, доброй энергии, договориться, примириться, что-то оформить, прояснить, может быть, какую-то ситуацию, отношения, или это по работе. Но вот эта пауза, словно мы набрали воздуха, нырнули. Выныривать пора, мои дорогие. Ну вот что-то подобное. Об этом конкретно карта. Как будто фокус затянулся. Вот мы демонстрируем. Почему я говорю именно про демонстрацию? Потому что нам показаны как бы два ключевых персонажа. Один тот, кто погрузил себя вот в этот куб, а второй за ним наблюдает. Причем так холодно, беспристрастно. Ему, в принципе, все равно. А для вот этого нырнувшего вот уже игра переходит в опасность. Поэтому подумайте. Еще один старший аркан. Вот вам и чего ждать. Момент перехода. Действительно, много старших арканов, причем по судьбе. Колесо фортуны. Но сейчас именно июнь-июль фортуна на вашей стороне. Поэтому даже если какие-то события напоминают метаморфозу, выход есть. И здесь самое главное – совсем в другом ключе построить качество жизни. Может быть, по пажу мечей мы наблюдаем, или за вами где-то наблюдают, да, и вы действительно это чувствуете и пытаетесь словно продемонстрировать что-то. Или вы закрылись от какого-то общения. Мы можем находиться, опять же, в роли любого персонажа. Или вы выходите из этого богатого, уютного дома, у вас сейчас все хорошо, тогда. У кого вот нет таких сложных перипетий жизненных, судьбоносных, тогда для вас, мои дорогие скорпионы, тут тоже нужно не замечтаться. Тогда за вами кто-то может наблюдать. И колесо фортуны вам поможет прояснить какую-то обстановку. По пажу мечей мы тоже меняем направление. Мы принимаем какое-то важное решение. Вполне вероятно, о защите собственного дела, собственного дома. Или, тут может быть какая-то информация, которая вас заставляет тоже либо действовать так, как вы прежде не действовали, избирать какое-то новое направление. А для кого-то это проиграется напрямую, чтобы достичь изобилия, процветания, вы будете готовы что-то новое изучать. Вот такой
переход, потому что у кого-то будет связан, понятно, с перемещениями, поездками, у кого-то это может быть связано с решением вопросов по части финансов и денег, а у кого-то сложная ситуация в личной жизни. Давайте узнаем, в каких сферах жизни вы будете принимать важные решения. Это карта искаженного восприятия. Вот так в целом, вообще ни о чем. Это мы надумали, именно надумали. Наши думы, ничего конкретного. И карта говорит, открой глаза в первую очередь. Ведь девушка идет, ей кажется, мне холодно, мне одиноко, мне страшно. И вот эта некоторая субстанция непонятная, это она так представляет, поэтому глаза страшно открыть. Просто задача быть реалистом. И себе, с одной стороны, где-то там не намечтать, но и с другой стороны, не пытаться произвести впечатление все-таки, понимаете? Иначе вы думаете, можете даже какие-то параллели проводить, может быть, вы замкнулись, прекратили общение, опять же, с каким-то человеком, и думаете, ну вот, по делам тебе, а ему нормально, ему вообще никак. Но вы уже как будто можете рисковать. Вот что-то подобное может проиграться. Поэтому быть осознанным, наверное. Чего, с чем это связано? Мои дорогие, солнце на кону. А вы тут начнете глубокую философию. Вот обратите внимание. Ведь ничего ж не мешает. Вообще ничего не мешает. Но мы тут можем напредставлять, да каждый, у кого на что фантазии хватает. Поэтому, мои дорогие любимые скорпионы, на кону солнце. Хватит думать. Тут нужно подмечать, что есть в реальной жизни. И я так вижу, разобраться, навести порядок в некоторых вопросах. Что уйдет? Ну вот опять же и уходит. По десятке жезлов человек стучит в дверь. Дверь стеклянная. Человек странно выглядит, да, и где-то не все же люди, да, себя в куб погружают. Есть какая-то в вас такая особенность, которая принадлежит лично вам. И, может быть, вы на это словно делали ставку по части бизнеса, творчества. Это, конечно, здорово, когда мы надеемся на себя, но мир вокруг меняется. И, с одной стороны, у вас действительно сейчас есть возможность как исполнить свою мечту или стать на шаг к ней ближе. Почему? Девочка, нам изображена ребенок, и у нее точно такой же костюм, как у взрослого человека. Как будто мечты где-то были в детстве, и их мечты совпадают. И ей теперь любопытно, что же она как увидит, или как будет действовать этот человек, или почему он буквально стучит в эту дверь, давит, и она ему не собирается помогать. Вам, правда, никто не придет вас доставать из какого-то небытия или из какого-то застоя. Тут надо разобраться самому и самому как будто действовать. И карта ведь нам говорит, именно ты сейчас важен. Не те люди, которые вот как прохожие мимо проходят, они ведь тоже, они даже не смотрят на человека. Каждый занят своим. И открыть двери очень легко. Просто человек ее давит, а ее нужно потянуть на себя, и дверь открылась. Поэтому выход вот у вас из какой-то прежней ситуации, которая не имеет никакого смысла. Причем дважды выход, потому что на кону ваша мечта, ваше желание и какие-то новые возможности. Так вот, какая-то многозадачность в вашей жизни, она уйдет. А что придет? Выбор придет. Вот правда, смотрите. Аркан влюбленная. Может быть, это и выбор по личной жизни, я где-то об этом уже говорила. Но и какая-то история любви ведь тоже может прийти на смену разочарованием. А может быть, вам нужно будет примириться, найти общий язык с каким-то конкретным человеком, и это будет касаться даже работы, не обязательно личной жизни. Быть дипломатом, мои дорогие, вам даже захочется, потому что вы можете прийти к выводу, что дипломатия мне откроет любые двери. И это будет правда. Здесь словно само колесо фортуны больше добавляет вам тех энергий, когда нужно не упустить эту возможность и не ждать, да, что кто-то откликнется, а действовать самому. Или не ждать, когда какой-то вопрос разрешится. А кто знает, может быть, на короткий период времени, кстати, такое тоже бывает. Выходит, к примеру, закон в сыром виде, а через несколько недель выходит приложение к закону. И мы, если мы через несколько недель обращаемся,
мы понимаем, что мы уже опоздали. Вот у кого-то даже так может проиграться. Держите руку на пульсе, мои дорогие. Выбор, вот как и с этим колесом фортуны, нам ведь тут и по времени дают подсказку. Если тебе буквально улыбается удача, или что-то тебе идет в руки, или какой-то его величество случай создается, нельзя отложить на потом. Нужно действовать в моменте здесь и сейчас. Правда, и решимость, и выбор, вот это все актуально. Что же касается переездов, а тут вы можете узнать какую-то новость. Нам девушка показана, телепортируется сквозь двери. Причем это та новость, которая случайно услышана. И она удивляет. Так вот, скорее всего, та информация, которая к вам придет, подвигнет вас на какие-то действия. И может быть, то, что я говорила, если переезд или перемещение недалеко, путешествие по кабинетам чиновникам, каких-то организациям, каким-то службам, самая разная тема и палитра вопросов. Но у вас тогда это время не упустить. Будьте внимательны вообще к тому, что вы слышите. Или, может быть, это будет даже банально. Мы случайно слышим, как кем-то нечаянно оброненную фразу. А в нашем сознании это складывается какой-то пазл. Вы люди очень интуитивные. Здесь и интуиция вам тоже помогает, дает вам правильные подсказки. Вполне вероятно, для кого-то даже внезапно придется куда-то поехать, отправиться или поменять место жительства. Понятно, это не для всех, но иногда это может касаться и смены работы, или как реструктуризация вашего бизнеса. Или вы надумаете строить карьеру, и эта карьера будет каким-то образом связана с тем, что вам придется, может быть, перемещаться. У кого-то работать с командировками. Может быть, и так ведь тоже что-то проигрывается. И вы не захотите упускать возможность, потому что именно подобная деятельность для вас открывает как и новые перспективы, так и буквально денег больше заработать. Ну вот самые разные. Но взаимодействие тоже. Тут именно от того, что приходит информация и какая-то, знаете, ну не то, что даже путаница, а пауза заканчивается. Двойка жезлов — это всегда, ну представьте, два жезла, и вот мы ходим от одного к другому. Так вот это завершается каким-то альтернативным способом. Ваши проекты, достижения. Здесь тоже нужна ревизия, причем рациональные действия, королева мечей. И самое главное, в очередной раз повторяю, не строить иллюзий, потому что, да, мы можем вспоминать, какими мы были прежде, или какими были прежде отношения, а вы не пытайтесь еще раз построить что-то по прежнему шаблону. Неизбежно Уран будет ломать все шаблоны. Он уже как бы многое перевернул в нашей жизни, будем говорить, за период нахождения в Тельце. А когда это происходит в Близнецах, условно, время ускоряется. И я должна сказать, с июля до ноября мы можем вот в эти месяцы видеть, с чем или с какими где-то нашими планами будут согласовываться те события, которые нам как прелюдии могут быть на последующие 7 лет, когда Уран окончательно перейдет в Близнецы. Это уже с 27 апреля 2026 года. Поэтому, правда, прочитайте статью, у меня есть события до конца 2025 года, переложите на себя. Ну, там и гороскоп. Поэтому какие-то добрые энергии для вас, начиная с июня месяца, означают что-то изменить. Может быть, и в самом себе, или в своей жизни, в сторону благополучия и иного качества жизни. И как и прежние какие-то наши постулаты не имеют значения. Может быть, и придется делать выбор, где-то менять окружение, а для кого-то перемены по части работы, а для кого-то еще другого вообще куда-то переезд далеко. Посмотрите, самые разные карты, ну, как и мы все, разные. Чего же ждать потом? Ну вот слушайте интуицию, для вас нет ничего невозможного. И самое главное — это ваша независимость. И независимость имеется в виду, это финансовая составляющая, потому что деньги — один из способов взаимодействия с миром, и мы не можем это как-то прошляпить. С другой стороны, это карта, и когда мы отстраиваем, может быть, свою карьеру, но опять же делаем это в таких нейтрально мягких энергиях, ведь эта карта буквально нам говорит, тебе помогает молчание. Счастье и удача любят тишину, поэтому, может быть, не распространяться о ваших планах или какой-то идее, ее тоже можно украсть, или где
Может быть, и хочется ответить обидчику, а если вы себя сдержите, то, скорее всего, вы потом поблагодарите. Здесь проходит какой-то жизненный экзамен у вас на перепутье июня и июля. И, видимо, вот эти все энергии, которые где-то тренируют вашу выдержку или дипломатию, да, часто ведь на самом деле мы сталкиваемся с людьми или с ситуациями, которые, мы говорим, бесят. А тем не менее, по Верховной Жрице это последующий период, ведь это старший аркан. Здесь именно спокойствие. А вы умеете быть спокойным, вы умеете все подмечать, и ваша интуиция дает вам правильные подсказки. И тогда вы становитесь практически неуязвимыми, мои дорогие скорпионы. Перекладывайте на себя. Подумайте, как эти карты проигрываются лично в жизни каждого из вас. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.